В рубрике «Нетривиальные решения» мы предлагаем вам необычные кейсы, которые вдохновляют искать свой путь в непростых ситуациях. Сегодня история о том, как канадский музыкант сумел одержать верх над крупной авиакомпанией. Что он придумал, чтобы обратить ситуацию в свою пользу, и чему мы можем у него научиться, узнаем в этом видео. Ситуация сложилась следующая. Авиакомпания United по собственной бестолковости и разгильдяйству при разгрузке повредила гитару молодому канадскому музыканту. Но признавать это ей, разумеется, не хочется. Сильная сторона крупной компании ее — юристы и бюрократический аппарат. Внимание, вопрос. Как простому парню добиться возмещения ущерба? Как поступили бы вы? А вот и наш разбор этой истории. Да, речь об истории, которая прогремела в свое время. Канадский музыкант Дэвид Кэрролл и его гитара Тейлор. Дорогая гитара, кстати, $3500. Немало, да. И вот она пострадала при перелете с United Airlines. Ему же в салон ее не разрешили взять. Именно. Отказали, сказали сдавать в багаж, а потом уже в Чикаго, в О'Харе, он своими глазами видел, как, ну, скажем так, неаккуратно грузчики обращались с чемоданами и коробками. Ох, это классика жанра. И что, гитара вдребезги? Ну, не вдребезги, но серьезно повреждена. Гриф треснул. В общем, играть на ней стало невозможно. И казалось бы, ну что тут такого? Обычный страховой случай, подавай претензию и жди. Ага, но не тут-то было, я так понимаю. Совершенно верно. Кэрролл, естественно, сразу обратился. Но дальше началась вот эта стандартная карусель, знакомая многим, кто имел дело с большими корпорациями. Его начали перекидывать. Позвоните туда, напишите сюда, этот сотрудник не уполномочен, тот в отпуске. Ну, классическая тактика выматывания. Расчет на то, что человек просто плюнет и сдастся. И долго он так бодался? Представь себе, 9 месяцев. 9! 9 месяцев звонков и писем. Ужас. Да, вот именно. И он ведь даже не стал ждать их решения. Ну, устал, видимо. Починил гитару сам. Заплатил $1200 за ремонт. Сам. То есть он просто хотел вернуть свои расходы? Ну да, хотя бы это. Но Юнайтед отказались возместить даже эту сумму. То есть вообще ничего. Ничего. Но почему? А вот тут самое интересное. Финальный ответ пришел от некой миссис Ирвек. Простое категоричное «нет». И формальное основание. Внимание! Правило о том, что претензию надо подавать в течение 24 часов после инцидента. Сутки. Но это же нереально иногда. Конечно. Но где-то там, в дебрях условий перевозки, мелким-мелким шрифтом это было прописано. То есть юридически компания себя полностью обезопасила. Все, конец истории, казалось бы. 9 месяцев борьбы, потраченные деньги и такой формальный отказ. Да, выглядит как полный тупик. Но ведь это не конец истории, верно? Вот именно. Тут-то и начинается, ну, самое интересное. Кэрролл понял, судиться гиблое дело. Против их юристов, на их поле, без шансов. Логично. И он решил, ну, скажем так, сменить правила игры. Вместо того, чтобы биться головой о юридическую стену, он решил использовать свой главный козырь — свою силу. Музыку? Точно. Он просто взял и написал песню с очень говорящим названием «United Breaks Guitars». United ломает гитары. Это сильно. И что, просто спела о своей обиде? Не совсем просто. Песня была сделана очень остроумно, с иронией, с сарказмом. Он там всю историю рассказал. И про перелет в О'Хару, и про эти 9 месяцев бесконечных отговорок, и даже имя этой миссис Ирвик упомянул. Даже имя? Вот это да. Ага. И рефрен, конечно, «Вы сломали мою гитару, Тейлор, а теперь вам все равно». Но там был и важный посыл. Ну, ребята, относитесь к пассажирам по-человечески, что ли. И к песне сняли клип. Очень простой, там бюджет был, ну, копеечный буквально. И как публика отреагировала? Ведь таких историй наверняка тысячи. Реакция была просто взрывной. Это сейчас мы привыкли к вирусным видео, а тогда это было еще, ну, не так распространено. Клип рванул мгновенно. В первый же день 150 тысяч просмотров. Ого. А сейчас там уже больше 20 миллионов.
И вот тут-то в United Airlines забегали. Очень быстро забегали. Они моментально связались с Кэролом, И что, предложили денег? предложили те самые $1200 на ремонт. Но с условием Каким? удалить клип. Серьезно? После 150 тысяч просмотров в первый день. Немного поздно, нет? Вот именно это Кэрол ими ответил. Причем, как ты думаешь, как? Снял еще один клип. Именно. Выпустил вторую песню и клип с главной мыслью «Слишком поздно». И он там еще пошутил, мол, знаете, я внимательно перечитал ваш билет, и там нигде, даже самым мелким шрифтом, не написано, что пассажирам запрещается писать песни о качестве вашего сервиса. Гениально. Просто перевернул их же оружие против них. Абсолютно. Это был такой, элегантный щелчок по носу. Да уж. Но репутационный ущерб для Юнайтед, наверное, был уже не шуточный. Его как-то оценили. Часто говорят про падение акций в таких ситуациях. Да, оценки есть. Хотя они немного разнятся. Газета The Times писала, что акции United просили на 10%, а это на минуточку около $180 миллионов. 180 миллионов. Из-за гитары за 3,5 тысячи? Ну, формально да. Понятно, что там сложнее все, но триггером стала именно эта история. Даже если цифры у других источников скромнее, все равно речь идет об огромных суммах. Десятки тысяч таких гитар можно было купить на эти деньги. Это была настоящая пиар-катастрофа, выросшая из, в общем-то, мелочи, которую можно было решить сразу и без шума. Невероятно. Одна песня, один человек против гигантской корпорации. А что сам Кэрол получил в итоге? Кроме, морального удовлетворения, конечно. А для него это был триумф. Во-первых, мировая известность. Его позвали на шоу Опры Уинфри. Это в США, просто пик популярности. Его музыкальная карьера получила невероятный толчок. То есть он еще и заработал на этом? Косвенно, да, через рост популярности. И еще интересный момент. Производитель гитар компании Taylor тоже не осталась в стороне. Они-то как вписались? Очень грамотно. Глава компании Боб Тейлор лично подарил Кэролу 2 новые гитары. А сама компания выпустила видеоролик с советами, как правильно паковать и перевозить инструменты в самолетах. Ну и, конечно, использовала всю эту шумиху для своей рекламы. Мол, вот какие у нас гитары, даже авиакомпании их ломают, но мы своих клиентов поддерживаем. Хитро. Использовали чужой провал себе на пользу. Да, отличный пример такого, знаешь, ситуативного маркетинга. Так какой же вывод мы можем сделать из всей этой истории? Если вот так коротко, мне кажется, главное это то, что если ты сталкиваешься с противником, который явно сильнее тебя на его поле, там юристы, деньги, бюрократия, Угу. То надо искать другое поле. да, искать асимметричный ответ. Перенести игру туда, где твои сильные стороны, твои таланты станут решающими. Это как, не драться с боксером на ринге, а предложить ему сыграть в шахматы. Отличная аналогия. Здесь шахматной доской стал интернет, а фигурами песня и клип. Именно. И это, знаешь, подводит нас к такому финальному вопросу для размышления. Вот история Кэрола — это же яркий пример, да? Творческий, нестандартный подход сработал там, где традиционные методы, суды, жалобы провалились. И вот вопрос. А насколько часто такой вот креативный, нестандартный путь может быть реально эффективнее, особенно когда речь идет о борьбе с большой системой, с корпорацией, с государством, может быть? И какие еще есть вот такие неочевидные сильные стороны, не только музыка. Может быть, это код, или мем, или какое-то публичное выступление, перформанс. Что еще может стать вот таким оружием в ситуации, которая кажется совершенно безвыходной на первый взгляд?